этому лесу идет этот туман. Дорога, конечно, не очень. Приехали посмотреть на вид. Я как-то не удовлетворена. Даже не подозревала, что здесь в Польше есть такие курортные милые городки. Я не знаю, это Швейцария какая-то. Вот это я понимаю. Порция, ребята. Я лучший попутчик. Лишь бы меня когда-то завезли. Такой деревянный домик. Посмотрите, что здесь. Это же музей. 38 тысяч населения этого города. Им тут вообще не скучно, наверное, в этом городе. Ну, наверное, скучно, когда ты уже столько живешь. У них тут много что есть. Горы, блин, есть. Какой горяченький у меня бутерброд. Это с стронгом, а Саша с курчаком. Ну все, ребят, заканчивается здесь наш день, и мы решили зайти посмотреть, какая у них красивая оранжерея. Мы прямо... У нас из окна было видно эта оранжерея. Не знаю, можно тут ходить или нет, но как будто тропинка есть. Да. Ходите, пожалуйста, да. И посмотрите, как красиво. Они ухаживают, столько цветочков посажено, вообще здорово. Так что будем все прощаться с этим. Кстати, качели, да. Смотри, я их не видела. Мы даже не покачались ни разу. Ну ладно. Уезжаем. Уезжаем с этой красоты. Очень классно. Сашка сказал, что оставит этот линк, ссылку на этот домик, кому будет... Ну, вдруг кому-то будет интересно. Тоже в таком месте. Кто-то поедет в Бесчады. Одно из хороших мест для ночевки. Ребят, вы посмотрите, как красиво, туманно. Как этому лесу идет этот туман. Дорога, конечно, не очень, но и был знак, что дорога не отремонтирована. Но так это красиво вообще. Ну невозможно, едешь и просто любуешься этой зеленью бесконечной. Она еще в таком тумане. И там еще речка. Супер. Любуемся с Сашкой. Значит, мы приехали в Паланчик посмотреть на вид. Смотровая площадка. Смотровая площадка. Какие-то там очертания озера видны. Ну, не совсем. Ну, можно вот тут глянуть. Можно вот тут глянуть, что мы теоретически должны были увидеть. Мы должны были видеть ту дамбу, на которую мы потом едем. Но ничего не видно. Сами видите, туман очень сильный. Но так-то красиво смотреть на туман. Такая смотровая площадка. Вот она так выглядит. Сейчас покажу. О, большая. Люди фоткаются тоже. Фоткаются, Сашка. Ничего не видно. Это, кстати, медведи из Маргони. Ну, как бы должен был быть другой вид, но есть как есть. Ничего страшного. Пойдем еще что-нибудь посмотрим. Я как-то не удовлетворена. Мы тут решили дальше прогуляться по этому городку. Такой санаторный какой-то город. Такой, не знаю, туристический, очень классный. Посмотрите, какие красивучие виллы. Но меня больше всех вот это вот впечатлило. Она такая современная. Там следующая еще красивая. А, вон еще и дальше. Какие-то такие отели классные вообще. Позвали бы нас пожить в одну из этих. На наших вот сюда. просмотров, кстати. Да, кстати, да. Пару посетителей бы пришло, возможно. Губу раскатали. Блин, так красиво вообще. Так зелено, туманно, прикольно. Такие парки. Жалко, что вот из-за тумана... Туман как бы атмосферно, но из-за него видов не посмотреть. Посмотрите, как круто! Тут вообще какие развлечения. Какие развлечения есть? Ничего себе, на яхте там можно покататься. Ой, как круто! Посмотри, как мы вписываемся в этот отель. Хорошо. Очень красиво. Я бы в тот лучше вписался. Сейчас покажу. Сашка вот в тот хочет вписать. Но мне понравилось, что там такой вид. Да все классно. Ну да, и вон еще домик тоже такой. Вообще супер. Тут тоже, посмотрите, какие балконы. Блин. Так офигенски. Ну такой курортный, классный город. Честно говоря, сидя там у себя в Лонде, я даже не подозревала, что здесь в Польше есть такие курортные, милые городки.
Мы там были, конечно, возле Чехии в том году. Там тоже, там более санаторное. А вот это прям курорт. Ну да. Тут тоже, по-моему, Да. есть какие-то воды местные. Не, очень красиво. Супер. Еще вот тут ходим, бродим, гуляем по этой Салине. И через дорогу такой парк лесной. Аттракционы такие, можно там ползать, лазить. Классно, да, вон между деревьями такие ступеньки типа опасные, на веревках держащие, тарзанки. Очень клево. Я бы, конечно, с удовольствием полазила. Я тот еще ребенок, качели, тарзанки. Это, конечно, по мне. Мы спустились в парк. Тут такая тишина, послушайте. И такое озеро зеленого цвета. Зеленого, я сказала, зеленого цвета. Это вообще, ну, это тоже Зеленого озеро. цвета. Ну, это считают, ну, называется фьорд Нельсон. Ну так. Фьорды? Мгм. В Норвегии не побыли во фьордах. Мы в Норвегии побыли, но на фьордах не побыли. Ой, ребята, красиво так. И так тихо. Так хочется тут стоять. Там вот дальше тоже теоретически красивый вид. Но ничего не видно. Кто-то булькает. Рыба. Мгм. Тут же пстронги продают везде. Может, пстронги? Ой, вообще. Так хочется тут постоять еще больше. Тут, видимо, на катамаранах катаются часто. Но сейчас уже, может, не сезон, и катамараны подняли. Вон они все подняты. Вот кто-то на лодочке. Пстронгов ловит. Красота. Мы приехали в Салину, поставили на паркинг машину. Тут, получается, паркинг называется «Видок». Реально, посмотрите, с каким видом. Ну, это охренеть. Даже уже не хочется никуда выходить с этого паркинга. Очень красиво. Паркинг стоит 15 злотых весь день. Тут вообще мы думали, найдем бесплатное место, но тут их просто не существует. Не то, что... Везде зазывало, везде Да. платно. И тут хотя бы, я смотрел по отзывам, это самая какая-то честная цена, все Да. понятно, 15 Мгм. весь день, а иногда там могут брать 5 в час, Мгм. 10 в час, ну и, короче, либо там 20-30 в день, короче. Мгм. Ну, нормально. А тут... Хороший, близкий, Мгм. честный паркинг с хорошими отзывами. Мы сейчас идем на колейку. Это такая, спуск, Канатная фуникулер такой, да. Спуск, канатная дорога, фуникулер, как ты сказал. И идем смотреть на дамбу. Ну, тут все для этого и приезжают. Я вообще не знала до Саши об этом городе ничего. Но тут тоже получается такой курортный, туристический центр. Ну, тут нет бесплатных мест. Тут все выкупили. Бизнес. А еще посмотрите, какой ресторанчик красивый. Мы тоже сегодня поедем в одно местечко вкусное. Ну, Потом такое покажем. красивое, Но оно не вкусное. такое красивое, Может, но с более хорошими вкусное. отзывами. Вот мы сейчас будем кататься на вот этой канатной дороге. Посмотрите, какое красивое вот это Салина. Ну это очень, ну это такое туристическое местечко. Спустимся, потом я хочу тоже пройтись. Так люблю, вот знаете, эти променады, всякие магазинчики. Это красиво, атмосферно. Стоит на двоих туда-обратно 100 злотых вот эта колейка. Прямо далеко. Не знаю, будет ли что-то видно в тумане. Но выхода нет. Вот мы и уселись с Сашкой сами, одни. Сейчас такой видок будем смотреть вообще. Так интересно. И, между прочим, если покупать билеты онлайн, то на 8 злотых дешевле. На 6 человек, то есть 12 заплатите. Ой, не заплатите, а сэкономите двоих. Класс. Блин, может я неправильно сижу? Наверное, Лучше наоборот сесть. Офигеть. Господи, как красиво. Она такая Я не знаю, что... быстрая. Вот еще на эту дамбу пойдем. Очуметь. Класс. Прикиньте, 2000 тонн она выдерживает. Да? Вода, это дамба. Или 2 миллиона. Ой, 2 миллиона, да, не где-то 2 миллиона. Мы там просто шли, там еще такой музей, и там написано, что и как. Посмотрите. Погода немножко не повезло, но это Италия. Это даже, я не знаю, это Швейцария какая-то.
Разве это Поланд? Посмотрите, как офигенски круто. Не могу поверить своим глазам. Не понимаю, что снимать. Везде красиво. Ой, Азати, как круто. Очень. Ну и мы на верхней станции этой колейки. Тут есть такая горка прикольная. Ну, типа, в такие санки можно скатиться. 25 злотых за поездку одну. Ну, как раз очередь. Да, самое популярное место. Но сейчас в такой туман, что ничего не видно. Он прям очень плотный. Тут какой-то детский парк Внизу. Угу. с троллями, а тут корчма с троллями. Вон тролли. Вот. Очень тут, очень здорово. Мне здесь очень нравится. Вложено хорошо Ну, деньги сюда. Тут Так очень круто. качественно сделано. Вот это прикольно. место мы точно советуем. Ну тут офигенски. Мы тут гуляем по дамбе. И посмотрите, какие тут акулы плавают. Саша говорит, что это похоже на карпов. Ой, да, на карпов. На карпов. Такие огромные, таких огромных никогда не видела. Ну, наверное, есть. И Думаешь, это карп? стронги. А где пстронг? Ну, поменьше. А вот Более пстронги. коричневые. Где-то сейчас засниму вам, если видно. А, нет. Блин, вот форель не Жёлтых, видно. кстати, нет. Вот она есть, форель, вот она, форель. Вот. Если вы увидели, вот она поменьше. А вот это, наверное, карп. Такой огромный, такой огромный, блин. Еще уточки. Блин, тут так классно гулять. Вот мы на самой дамбе. Вот только что мы спустились. Посмотрите, какая природа. Это же чудеса. Это очень красивое место. Боже, кто не был здесь, это обязательно к посещению, скажи. Только готовьтесь, если вы на машине. А тут, наверное, только на машине, я не знаю, может, на автобусах. Может, ну, неважно, если вы на машине, то все платно, паркинг. Но это вообще так красиво. Вот посмотрите, даже как за Сашей красиво, какая природа. А утки не могут съесть, конечно, такого крокодила. Посмотрите, реально крокодилы плавают. Какие огромные вообще. Ну, они просто ждут, что что-то упадет. Конечно. Ну, мы уже в машине. Собираемся ехать дальше. У нас сегодня еще несколько планов. Но вот я хотела вот про это место сказать, что это, конечно, очень уникальное место. Во-первых, как мы с Сашей обсуждали, что, наверное, в Польше мало где таких фуникулеров, таких современных, классных. Это фуникулеру, Ну, это фуникулеру 2 года. Ну, сколько там, обычно пару это лет. ж подъем на гору Да. какой-то. А тут прямо вот для видов. над небом. И классные виды, и такое озеро, это дамба, ну вообще потрясающе. Еще эти карпы огромные, как акулы, ну очень круто. Виды, горы, домики в этих горах, лес этот зеленый, туман еще над этим. Ну это просто как будто в фильме каком-то оказалось. Крутое место. Мы приехали в город Леско. Это нам по пути к тому месту, где мы будем жить. И тут мы остановились не просто так. Пообедать. Вкусно, домашнее. Сашка нашел по хорошим отзывам такое заведение, где женщина готовит как бы домашнюю еду. Я правильно поняла то, Ну, что ты мне наверное, сказал? женщина. Ну кто? Ну, Пусть вряд ли женщина будет. кто-то. Ну, короче, домашняя еда и очень вкусная и недорогая. То, что нам надо. Такой миленький у них центр. Такой небольшой городок. Так миленько. А мы точно туда идем? Мы что-то без карты идем. О, смотрите, там такой парк впереди. Да посмотрите, как интересно, какой парк. Вообще красота. Вот нас. О, вот наше заведение. Вот оно такое миленькое, домовые обяды. Блин, вообще круто. Нам уже принесли лимонад огромный, сезонный. Так выглядит заведение. Скромно, но сколько здесь людей. Это ужас. Мы даже очередь немножко подождали. Ну, пока убрали столы. Тут, наверное, лучшее заведение города, я так понимаю. Саша на блюдо. Вы понимаете размер этого блюда? Это вообще... Ну, размер Это для огонь. туристов. Для кого? Для туристов. Для туристов уставших, да? Но это вообще... Вот поэтому мы сюда и пришли. Потому что кое-кто замечательно планирует. Я не знаю,
лучше планировщика, чем Сашка. Он молодец. Такое уникальное место нашел. Вот это я понимаю. Порция, ребята. Сашина. Это я уменьшила чуть-чуть. Сашина. Моя. Вы посмотрите, этот драник. Нафига идти есть в люкс, если можно дома поесть вкусняшку за такую? Это вообще... Это все стоит. У Саши 39 злотых. 37-36. 37-36. Ну, Это топ. Я не могу, мне так слюнки текут. Все. И лимонад 11. Так, люди, запомните это место. мы сразу же поставили. Мы сразу же... Мы сразу вышли и... вышли из заведения, залезли в Google, и в эту же секунду поставили все оценки. Атмосфера супер. 10 из 10. Женщина, которая нас обслуживала, она такая милая. Плюс она такая быстрая. Ребят, мы помыли руки, вышли. У нас уже и лимонад был, и первое блюдо Саши. И через минуты полторы принесли блюдо для меня. Прям очень быстро, да? Ну ладно, быстро, но как вкусно. Боже, это... Вот это мы заслужили это. Угу. Тему. Драник, Я трепещи. вообще не знаю, вообще распространено ли делать драники с гуляшом. Я такой Здесь первый раз это увидела. фишка у них такая. И это так вкусно. Я такая думаю, так мало сметаны, а потом, когда, знаете, уже попробовала нормально драник с гуляшом, они еще дают дополнительно, либо фритки, либо такую запеченную картошечку. Ну, это к котлетам, там, к другим блюдам. Это котлетам, да, не к дранику, да, это к другим. Ну, все равно, даже вот котлеты, шап мы заказали, там вот как раз суровки, 2 вида, да, было? 2 вида суровки и картошечка. Что так вкусно и так много. Вы сами видели, какая порция, просто гигантичная. Как раз на выходе парк. А на выходе парк, и мы вот идем прогуливаемся. Мне кажется, я уже говорила, как называется город, но я еще раз повторю. Город называется Леско. Леско. Не знаю, с каким правильным акцентом. Если бы на украинском, оно было бы Леско. Я думаю. Ой, хорошо. У меня аж хара красная. Суд сразу. Наелся и в суд добренький. Ну да. Добренький, веселенький. Пошел. Гуляем дальше по городу. Буквально так, знаете, до машины пройтись. Росман тут. Маленький город в горах. Красиво, аккуратненько, чистенько. Ну и все. И вкусненько. И вкусненько очень. Заведение, конечно, вообще это вкуснючное. Там, наверное, весь город есть. Там вообще столько людей было. Но... Работает 5 часов в день сегодня. Всего лишь. Угу. Могу там себе позволить. Почти нет свободных мест в это время. Угу. Ой, хорошо. Иду до сих пор в шоке, как я наелась. Так, теперь мы находимся в городе Загуже. Тоже такой же милейший провинциальный город. Малютка, такой сладунька. У меня такое, после еды у меня такое настроение. Ми-ми-ми. Ну да, я Чупсика еще насмотрелась. Чупсик такой молодец, он сейчас у пэтситера. Он, значит, показал все команды, которые умеет. И кувырок, и лапку дать, и ждать. У нас новая команда, мы ему на носик кладем вкусняшку и говорим ждать. И он ждет, пока не скажет слово можно. И он все показал, такой сладунька. Короче, вот мы находимся в этом городе. Тут одна из достопримечательностей, может, она одна и единственная, не в курсе. Но тут вот то, что Сашка нашел, туда я иду, называется Крестный ход. Да? Да, за нами целый автобус. За нами толпа! Убегаем от них. Мы специально убежали побыстрее. Тут первая история Иисуса. Споткание возле колодца. Ну, и отображение вот такое. Видимо. Воды немного. Либо как-то качать. Ну, воды хватит. Она нам все равно не нужна. Интересно, она такая же невкусная. Бесчатская. Бесчатка. Она такая, знаете, как это вот газированная. Очень минеральная. Минерально газированная вот эта такая. С запашком. О, пошло. Да, да. Она невкусная. Ребят, тут был бы Папа Римский.
Баба римская, хотел сказать. Папа римский. Ну да, неудачная шутка. Слушайте, как красиво. Вообще, вот это у нас сегодня насыщенный день. Все благодаря моему любимому мужу. Моему Сашке. Он вообще любит планировать и делает это Я превосходно. планирую, а ты не жалуешься. Да я вообще... Я так что взаимовыгодно. Я лучший попутчик. Я всегда довольна. Я ни на что не жалуюсь. Мне хватает еды, воды. Лишь бы меня куда-то завезли. Ну, мы даже воды сейчас не взяли, Ну. надеюсь, мы быстро. Да, Туда-обратно. недолго. Я всегда довольна, всегда счастлива. Как там этот Прохор говорил, Прохор Шаляпин. Он сейчас на хайпе. И он как раз говорил, что он лучший, как это, компаньон. Да, типа, Он лучший попутчик. компаньон для путешествий. Я всегда хорошая компания, да, Сашка? Ты же Да. не можешь сказать, что нет. А вот заповеди. Их тут по колее написано «Не укради». Там было «Не убей» вроде бы. Я их не запомнила. Ну, короче, все заповеди. И вот дальше, посмотрите, как круто. И тут обычные дома, вон парники. Вот это странно. Ну, просто дома. И Папа Римский ходил, офигеть. И вот еще. И дети вот просто катаются на великах, на хуляй-ноге. Вот получается, просто ты идешь по вот этой местности, не знаю, ну я не знаю, как это называют, ну парк, крестный ход. Типа, не Ну знаю, вот монумент, последний, ну да, наверное, монумент. мемориал, ну, тоже не- Мемориал, ну, может. Не знаю, это тоже не совсем то. Ну, в общем-то, тут обычные дома. Что я хотела сказать? Обычные дома. Дети тут, вы сами видели, катаются, своими делами занимаются. Ой, какой-то он красивый, класс. Мечта. А посмотрите, какой вид у них тут на горе. Ну, в общем-то, как мы и сказали, крестный поход. Поход. Ну и поход, и ход. Ну, поход крестовый. Да. Все как бы про Иисуса. Последние дни Иисуса. Вот так. Блин, мне этот дом просто. Ну это красота. Он такой современный. Такой красивый, зеленый, на горе офигенно. Мы дошли до руин монастыря. Но дальше вот касса. Как бы нельзя пройти дальше бесплатно. Но можно вот так пройти. Нет? Ну, я не знаю, не, может, Но... платно это не нужно. Ну, Я не знаю, по короче, территории, да. наверное, По территории, может, бесплатно, ну, как бы никто ничего не говорит. Ну, мы и пошли. Вот это как бы руины. Но территория вообще балдеж. Наверное, не то слово на такой территории. Территория очень красивая. Можно было сюда на машине приехать. Ну, ничего страшного. Мы прошлись. Тоже здорово. Но эти виды вообще... Как офигенно горная местность. Я не знаю, как, конечно, жить на горной местности, никогда не жила. Но вот так вот подсветлять, так вот пропутешествовать, это, конечно, очень красиво. Я ни на секундочку не пожалела, что мы приехали. Ой, ребята, я не могу не заснять. Это потрясающе красиво. Мы уже идем в обратную сторону. Вот. И идем, и так медленно-медленно, специально, чтобы уже насладиться до конца этим местом. Тут очень красиво. Я бы здесь хотела дачу, прям на горе. Дачу зафигачу на горе. Блин, так красиво было. Представляете, с таким видом выйти во двор и вот такой вот лицезреть. Это же вообще... С этой дачи никогда не захочется уезжать. Мы заселились в апартаменты. Такой деревянный домик. Ну, он вообще классный. Нас встречает вот такой старый, престарый шкаф. Вообще я не могу. Это такая ностальгия. Халатики есть. Все элегантно. Посмотрите, что здесь. Это же музей. А мы же с Сашей любим скансены, музеи. Вот, пожалуйста. у нас завтра скансен, но мы начали уже сегодня. Да, мы же обожаем скансен. А тут, посмотри, уже тут, сейчас типа, можно даже- заводить винил. Даже есть пометки, наверное, можно пользоваться. Может, попробуем, как она работает?
Что-то слышно? Какие-то хребты. Хребты. Ой. Вот раз кровать. Вот вторая спальня. Получается, тут тоже кровать. Так все чисто, так аккуратно. Ни пылинки, ни соринки. Вообще идеально. Тут еще вот две таких кровати. Там шкаф. Тут темно, потому что мы свет не включили. Но самая еще фишечка. Это, конечно же, территория. Мы уже думаем с Сашкой выйти туда с чайком, кофейком. И вот там еще такая веранда тоже. Ой, потрясающе. А сами хозяева живут вот с этой стороны. Тут получается как близняк, наверное. Ну, это мы так подумали. Ну, аналогия. Угу. Ну и еще идешь, телек и кухня. Есть все на кухне, там даже заморозка лежит в морозилке. Так аккуратненько я не могу. Да. И ванная, туалет, душ. Да, неплохо. И все чисто, посмотри, как чисто. Ну, пахнет. Пахнет очень вкусно, вообще видно, что протирали. Ну, на самом деле это редкость. В Европе, кстати, ну вот, открою вам такой секрет, мы уже столько раз путешествовали, и где мы только не жили, и обычно всегда вот где-нибудь какая-нибудь плесень, какая-нибудь сырость, грязь, ну что-то такое вот всегда найдется. Не всегда чисто, согласись. Да. Чаще не чисто. А вот в Польше, конечно, вот сколько раз мы жили, вот Польша лучше. Не, ну вот правда, тут более как-то к гостям относятся получше. Потому что вот сколько в Италии, вот куча раз в Италии мы были. Вот мы в последнее время, я не знаю, так попадает, ну, каких-то таких пожилых тетечек снимаем, и у них все вот пожёнток вообще. Строгая чистота, порядок. Вот мне нравятся такие хозяйки, у которых все чисто, вообще не придраться. Ну вот посмотрите, даже тут вытирают. То есть в углах же всегда какая-нибудь такая плесень-то найдется, а тут нету. Очень чисто, все блестит, плиточка блестит. Ладно, вот давай расскажем. Мы были в Лиле, когда сколько там, пару лет назад. В Лиле, это Франция. Ты просто вспомни, в каких условиях мы жили. Хотя это было тоже недешево. Ну и там было мало вариантов, это такой не туристический город. Это как бы был Airbnb, и жилье там на втором этаже с хозяевами. Это было вообще... Это чуть другое. Но все равно это было ужасно. Это было худшее жилье. Одно из худших в нашей жизни. Я его ненавижу, до сих пор вспоминаю. Или мы были вот недавно в Италии. Мы были в Бергамо, мы жили в таком типа отельчике. Там тараканы были. Или что там, какие-то, я не знаю, какие-то... мошки, ну какая-то живность была в ванной. Фу. А в Польше классно. Очень. И вот сейчас предыдущее жилье было тоже чистенькое, идеальненькое. Вы посмотрите, какой уют. Мы сейчас только что сидели на качелях, чай пили. К нам хозяин подошел. У них собака есть такая большая. Виноград. Ага. У них собака есть. Такая классная. Она такая большая и очень умная вообще. Такая спокойная, пришла, понюхала и пошла. Такая узнала гостей. Слизняки, пожалуйста. Они даже не платили, а тут живут. Смотри, так гостеприимно, так здорово. Тоже вышел хозяин, покурил, с нами поговорил немножко. Но я такой еще разговорчик. Я, честно говоря, всегда мне очень сложно идти на контакт первый. Но тут, смотрите, даже для детей есть. Я не знаю, наверное, я закрытая, да? Ну, я, наверное, сильнее. Ну, Саша сильнее закрытый, да. Просто... Но мне сложно идти. Вот как-то смолток мне тяжело поддерживать. Мне надо с человеком больше больше с человеком познакомиться. Ну, тут классно. Да, территория здорово. Вообще все по-другому, тоже классно. А травка какая? Ну, это мечта. Босиком можно. Наша машина, вон. Пожалуйста, нос. Ой, не нос, а жопа. Жопа. Блин, как офигенная территория вообще. Лазилки. Водичка. Ладно, пойдем. Территория хорошая, но нам надо еще узнать городок этот. Вот на этом как кататься. Это висеть. Маленький, но. Да. Решили прогуляться по городу.
Ну и самая важная достопримечательность этого города, это, конечно, вот этот замок. О, вон там еще можно полазить. Посмотрите, как офигенски. Там Щебока? Щебока. Мы вычислили. Щебок мы вычисляем молниеносно. Да. Смотрите, какая такая маленькая, миленькая территория. Ну вот вы представьте, город-то небольшой, в горах, а у них свой замок. М? Вот так вот, что делать? Икон. Выставка икон. Да, есть. Это нам хозяин рассказал. Ну, сейчас закрыто. И вообще мы прошлись по городу, и он такой аккуратненький, миленький. Ну, как и все города до этого. Да. И он вообще потрясающий. А так вот, что я хотела сказать. Представляете, как круто жить в таком городе? В воскресенье есть где полазить, и в субботу, понятное дело. Он маленький, но у тебя тут свой замок, свои парки, рынок есть небольшой. Ну, прикольно. Лучше ни того, ни другого. Лучше ни того, ни другого. И... Что? Кто-то пописал? Ладно, надеюсь, нет, мокрый дождь был. Ой, вот это виды, а! А вот мы и на рынке чуть-чуть прошлись, и уже в самом красивом месте города. Прямо самая сердушка. Мы туда, кстати, идем кушать. Какой? Маленький, ну, при этом есть старый рынок. Ну. Прикольно. Так у них еще тут и дворец, и церковь, и костел. Корчма. Корчма, да. Карпатскими Да, очень красиво вообще. Ну, прелесть. Как им тут вообще не скучно, наверное, в этом городе. Ну, наверное, скучно, когда ты уже столько живешь, но классно. У них тут много что есть. Мы видели и Кафлан, и аквапарк мини, Да, да. и свой стадион маленький. Мы с высоты видели. Им тут вообще не скучно. Торговый центр какой-никакой найдется. Горы, блин, есть. Ну, Не, классные. Очень. даже в космос можно слетать. Где? Ракеты. А, ракету, блин, есть. Даже в космос можно слетать. А это, наверное, ярмарка вот эта делается. Ну, где еще? На рынке. Красота. Мы сейчас идем туда. Ну, или не сейчас. Ну, короче, Ну, еще и попозже. туда. Еще походим и потом пойдем. Там будем есть тоже. Потом покажем. Там такие, как бутерброды. Вы только гляньте на этот рынок. Ну, это вообще 38 тысяч населения этого города. Я считаю, что им не то, что не скучно, им тут абсолютно есть чем заниматься, есть где поесть, много всяких заведений, погулять, походить. Ой, вообще круто. Очень мне вообще этот город очень нравится. И немножко завидую этим жителям. Мне кажется, они живут очень даже хорошо здесь. Размеренно. Ходят в горы. Да, ходят на- да. Сумки какие-то красивые продаются. Ну вообще классно у них тут. Мы с Сашкой решили отдохнуть. И уже темнеет. Но нам пофиг. Мы в отпуске, Сашка, да? В отпуске нам пофиг. И мы вот пришли Прозяковня. Короче, это какое-то супер популярное место. Люди ходят, люди сидят внутри. Сашка сказал, что отзывы хорошие, а мы с Сашкой не можем не доверять. Что ты там лазишь в телефоне? Мы все видим. Все засекречено у Сашки, он думает. А у нас все там подсмотреть можно. Что, Сашка, тут отзывы хорошие? Да. И это именно локальный перекус. Продуктик. Да. Какой-то, ну, типа Ну. сэндвич, бургер. Только какой-то вот, ну, необычный, такой, местный. А местное это классно. Местное, потому что известное. Плацик по Бещацку был бомба. Вообще было. Я хочу еще такой плацик. Я говорю, Сашка, нам далеко ехать обратно. Еще раз попробуй такой плацик. Вот этот драник, он огроменный, вкуснючий, такой хрустящий. Внутри такой достаточно мягенький, такой жирненький, не толстенький. И сверху вот этот гуляш. О, бомба. Как вкусно. Казалось бы, нафига там гуляш? Но круто. И сидим вот с таким видом. Это Ужонт, наверное, если я не ошибаюсь. Нет?
Похоже на... Или суд. Суд был где-то. А, значит, уже он. Красота. Я пью лимонадик, я не знаю. Помаранча. Помаранча. Саша говорит, очень сладкий. А я говорю, вкусный. Еще вот город, знаете, с таким вайбом старой Польши. И это так круто. Как круто путешествовать на машине. Мы сегодня за день... Вот это наша, как бы, 4-я остановка. Утром мы были, ну, сами видели, сначала в таком курортном городе. Там мы тусили. Видок хотели посмотреть, но не удалось. Потом мы поехали... Ай, Саша, видите? Потом в дико туристический. Потом мы поехали в дико туристическое место. Вы тоже видели. Мы покатались на фуникулёре, прошлись по дамбе. Потом мы поехали поесть. А, ну, то есть это считаем это 3-е место. Ну, Потому мы что это там другой город. прогулялись. Мы там прогулялись. Это Лесом. 3-е место. 4-е место мы поехали по вот этот Крестовый парк, путь. Крестовый путь. Парк. Крест. Мгм. Ну, как... Ну, все равно там монастырь, мы там провели час. Там на горе очень красиво. И потом в 5-е мы приехали вот в Санок. Сюда приехали. Мы заселились, там потусили. О, свет включен. Там потусили. И погуляли еще по этому городу. Ну, город, блин, очень крутой. Я бы еще погуляла. Темнота, и уже лень. Планов. И уже Не лень, но меньше, так да. интересно, да. Очень круто. Вообще, это путешествие выдалось вообще очень крутое. Такое, вот знаете, физическая сила была достаточно, больше не хочу. Сегодня я люблю больше гулять вот по городам. Просто вот ходить в свое удовольствие, где-то в горочку, где-то с горочки. Но вот тупо идти в гору вчера, это мне было сложно. Ну что там, лес посмотрели, лес, горы. Ну, А тут мы тоже увидели таких же нет, виды. тут больше Такие же интересно. Ну, Меньше усилий. да. Ну, короче, сказали 20 минут ждать. Сейчас принесут, покажем вам. И пойдем спать. И завтра у нас... Мы встаем в 6-7 утра, так Да, что каждый день. в 8 уже усталость М. подкатывает. Да, сейчас покушаем и пойдем домой. Ребята, посмотрите, какой горяченький у меня бутерброд. Это с стронгом, а Саша с курчаком. И, по-моему, И с чем? С листиком каким-то. крючок. Крючок. Ой, грушей, да, он грушей. Блин, как Это круто. такой Но это хлеб. локально. Это вот Мгм. особенно, типа, содовый. Мгм. Блин, как красиво. Блин, я еще так не умею красиво снимать, ребят. Ну поверьте, это очень красиво. Так красиво вам. Главное, чтобы было вкусно. Этот стронг, он же форель Да. с каким-то творожно-зеленушной начинкой еще. Давайте смешан. откроем. Позырить. Что так А, мало? ну, как это называется? Стронга а там пожалели. его Он как будто 5%. копченый. Он как будто Это копченый. вполне Вот так возможно. пахнет, как копченый.